Черный лебедь в Honkai Star Rail – персонаж, ориентированный на путь небытия. Специализируется на дебафах и нанесении урона ветром врагам. Как хранительница памяти в саду воспоминаний, она путешествует по различным мирам, собирая уникальные воспоминания. В теплой улыбке черный лебедь посещает себя своей роли, улавливая суть необходимой информации от тех, кого она встречает. В прошлом черный лебедь была необычным ребенком, которого, казалось, приветствовала сама природа. Любопытство привело ее к изучению происхождения людей, сотворения мира и возникновению амнезии у ее матери. Наблюдая за тем, как ее любимая постепенно теряет память, черная лебедь осталась рядом с ней до самого конца. Переломный момент в ее жизни наступил, когда она встретила хранителя памяти, который признал в ней свою последовательницу. Влекомая манящим воспоминанием о былой славе, черная лебедь приняла превращение и, оставив свою физическую форму, стала хранителем на пути небытия. Хранители стремятся оставаться незамеченными, не оставляя следов, пока не встретят кого-то, способного следовать за ними. В бою черный лебедь использует урон от ветра, атакуя врагов, применяя статус выветривания, который наносит урон в начале каждого хода. Ее умения также снижают защиту цели и увеличивают урон, получаемый противниками. Уникальной способностью хранительницы памяти является накопление уровней арканы, усиливающих периодический урон. Кроме того, она может накладывать эффект, который считается как статус: выветривание, кровотечение, горение и шок, используя ультимативную способность, что делает ее отличным выбором для отряда, делающих упор на периодический урон. Преимущество черного лебедя. Путь небытия. Черный лебедь отлично справляется с дебафами, значительно снижая защиту противников с помощью своего умения и увеличивая получаемый ими урон с помощью своего ультимейта. Универсальные эффекты периодического урона. Помимо выветривания, черный лебедь может накладывать статус, который считается как выветривание, кровотечение, горение и шок, что делает ее эффективной в отрядах, ориентированных на периодический урон. Накапливание статуса аркана. Накапливание уровней арканы повышает урон, наносимый черным лебедем, и увеличивает множитель дебафов. Эта механика хорошо сочетается с ее общим стилем игры. Синергия команд. Черный лебедь получает большую выгоду от союзов с героями, использующими схожую механику. Множители урона от дебафов увеличиваются в зависимости от уровня статуса аркана, что делает ее ценным дополнением к отрядам с совместными героями. След знамения в тени свечи. Общий урон черного лебедя увеличивается благодаря шансу попадания эффектов, что повышает общий потенциал урона умения. Нет зависимости от эйдолонов или сигнатурного конуса. Хотя пробуждение и апгрейд сигнатурного конуса повышают удобство геймплея, черный лебедь может хорошо проявить себя в высокоуровневом контенте без этих дополнений. Недостатки черного лебедя. Зависимость от стаков арканы. Эффективность черного лебедя сильно зависит от накопления стаков дебафа аркана. Поддерживание других статов с помощью периодического урона очень важно для последовательной сборки уровня аркана. Сброс уровня аркана. После срабатывания дебафа накопленные уровни аркана сбрасываются, что требует постоянных усилий для их восстановления. Это может стать недостатком в длительных сражениях. Зависимость от шанса попадания эффектов. Хотя черному лебедю не нужно балансировать крит статы, она сильно зависит от эффектов шанса попадания эффектов. Эти эффекты влияют на вероятность набора стаков аркана и урона, что требует внимания к этому стату в ее сборке. Необходимость в силе и скорости атаки. Баланс силы и скорости атаки очень важен для черного лебедя, что усложняет требования к ее сборке. Зависимость урона от уровня. Эффективность периодического урона черного лебедя после пробития стойкости противника существенно зависит от ее уровня. Это может сделать ее эффективность непостоянной в некоторых сценариях. Потенциально противоположные ситуации. Хотя герои с механикой периодического урона обычно наносят статус без пробития стойкости, может произойти и обратный сценарий, что повлияет на эффективность черного лебедя в некоторых боях. Лучшие световые конусы для черного лебедя. Измененные воспоминания. Пассивный эффект. Увеличивает шанс попадания эффектов и повышает силу атаки против врагов, имеющих статус периодического урона. Особенность.
Игнорирует защиту противника при нанесении урона по площади, ну то есть массовый урон. Взгляд жертвы. Пассивный эффект. Стабильно увеличивает шанс попадания эффектов и периодический урон, положительно влияя на общий урон. Преимущества. Простота и постоянная эффективность без условий и ограничений. Шоу начинается. Пассивный эффект. Накапливает уровни, когда на вражеские цели накладываются дебафы, включая периодический урон. Синергия. Увеличивает силу атаки в зависимости от шанса попадания эффектов, совпадающие с основным статом Черного Лебедя. Одинокое исцеление. Free-to-play. Пассивный эффект. Увеличивает эффекты пробития, повышающие общий урон после применения ультимативного навыка. Бонус. Повышает восстановление энергии, ускоряя процесс зарядки ультимативного навыка. Перед началом тренировочной миссии. Free-to-play. Пассивный эффект. Увеличивает шансы попадания эффектов и бонусный урон от следа знамения в тени свечи. Преимущества. Нет зависимости от конкретных героев для срабатывания пассивки. Восстановление энергии. Просто надо подождать. Пассивный эффект. Баф на весь урон и скорость после атаки, накладывая статус паутинка. Примечание. Статус паутинка помогает получить дополнительные уровни статуса аркана. Во имя мира. Пассивный эффект. Повышает шанс попадания эффектов. Полезен для увеличения наложения статуса аркана и увеличения урона. Примечание. Применим только к умениям, но не к ультимативному навыку. Непрекращающийся дождь. Пассивный эффект. Постоянно увеличивает шанс попадания эффектов, повышая общий урон. Преимущество. Дает дополнительную прибавку к урону при использовании статуса Эфирный код. Фермата. Free-to-play. Пассивный эффект. Увеличивает эффект пробития и наносимый урон, в том числе периодически, противникам со статусом шок или выветривание. Примечание. Хорошо сочетается со способностями Черного Лебедя, особенно в союзе с некоторыми персонажами, такими как Кафка, Сампа или Сервал. Лучшие реликвии для Черного Лебедя. Пленник Мрачной Темницы. Эффект. Увеличивает силу атаки и позволяет игнорировать до 18% защиты врагов, если на них наложены эффекты периодического урона. Примечание. Идеальный набор для Черного Лебедя, так как она может постоянно поддерживать эффекты периодического урона, обеспечивая постоянную прибавку к урону. Стрелок Дикой Пшеницы. Эффект. Ранний альтернативный набор с полезными бонусами. Можно использовать до получения Пленник Мрачной Темницы или комбинировать с наборами Орел Сумрачного Рубежа или Вестник, блуждающий в хакерском пространстве. Вор Падающего Метеора. Эффект. Увеличивает урон после пробития и дает дополнительное восстановление энергии. Полезен, если другие реликвии недоступны, и при необходимости может сочетаться с другими наборами. Планарные украшения. Небесный фронт. Глатимер. Эффект. Увеличивает силу атаки и наносимый урон в зависимости от скорости. Требует высокий показатель скорости, но может быть и дополнен членами отряда, такими как Аста, Ханя или Руанмэй. Используйте, когда можно получить максимальный баф. В противном случае используйте пангалактическое коммерческое предприятие. Пангалактическое коммерческое предприятие. Эффект. Повышает шанс попадания эффектов. Важнейший параметр для Черного Лебедя. Увеличивает силу атаки в зависимости от шанса попадания эффектов. Для получения максимального бонуса требуется не менее 100% шанс попадания эффектов. Запечатывающая космос станция. Эффект. Доступен в начале виртуальной вселенной Третий мир. Увеличивает силу атаки и удваивает ее, если скорость Черного Лебедя выше 120 единиц. Легко достижимо при использовании ног со скоростью, обеспечивая Черному Лебедю увеличение силы атаки на 24%.